Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Это вторая часть вязания кофточки с круглой кокеткой, интересным двуцветным узором. И в первой части я показывала, как вязать такой узор и как вязать кокетку по своим размерам с такими оригинальными расходящимися линиями. Кокетка очень красивая, хоть и имеет такой простой узор и хорошо сидит на фигуре. Я думаю, такую кофточку сможет связать даже тот, кто только учится вязать крючком. Я постараюсь подробно рассказать все процессы вязания кофточки с круглой кокеткой. И вот, когда кокетка связана вам по размеру, я вяжу кофточку на 48 размер. И у меня здесь кокетка в высоту составляет примерно 21 сантиметр. В первом видео я рассказывала, сколько раппортов узора вязала, как делала прибавление. И я уже разделила кокетку на части, чтобы вывязать из них детали кофточки. Два раппорта, точнее два клина, по границам которых выполняла прибавление, это перед, два клина спинка, и по бокам по одному клину у меня остается на рукава кофточки. И сейчас первым делом я буду вывязывать росток. Росток необходим, чтобы вырез горловины у нас смещался вперед на нужную вам высоту. Я буду вязать вот так вот. Вы можете разложить кокетку и примерно прикинуть, также примерить, ну, можно кокетку, на какую высоту вам нужно связать росток. Вот я примерно разложила и думаю, что мне 4 раппорта узора будет достаточно, чтобы верх кофточки сидел мне по фигуре. И я маркерами отметила границы деталей и также выделила спинку и приступаю к вязанию ростка. Здесь после завершения последнего ряда кокетки я не обрывала нить, так как сразу начинаю вязать спинку. То есть у меня первые два клина это спинка, затем рукав, один клин, два клина перед, и последний клин это тоже рукав. И вот я уже провязала один ряд, первый ряд раппорта из столбиков, и выполнила этот узор только на как бы части спинки. И теперь буду вязать вторым цветом второй ряд раппорта узора. И здесь мы будем вязать росток прямыми обратными рядами узор на 4 раппорта, как я и сказала, на высоту ростка. То есть мы спинку удлиняем, а после уже переходим на основную часть кофточки, где будем вязать кофточку по кругу уже на все тело. Здесь при вязании вторым цветом, то есть первый цвет, как обычно, я провязала столбики на каждой арочке по 3 столбика, между ними 1 воздушная петля. И здесь в начале 3 петли вторым цветом делаю соединительный столбик, 1 петля подъема и 3 петли для арочки. И здесь уже второй цвет вяжем как обычно, столбик без накида между двумя группами столбиков первого ряда, 3 воздушные петли и столбик без накида. И так я этот ряд довязываю до конца спинки. Заканчиваю второй ряд по вязанию спинки. После 3 воздушных петель делаю столбик с одним накидом в столбик без накида на ряд ниже. Далее набираю 3 воздушные петли, вытягиваю петлю, чтобы вязание не распускалось, и разворачиваю работу, получается, на изнаночную сторону, подхватываю нить первого ряда раппорта и начинаю вязать следующий раппорт
узора. Здесь из арочки делаю столбик, соединительный столбик. Так, смотрю, чтобы нить у меня не перекрутилась. Соединительный столбик и 3 петли подъема вместо первого столбика. И далее из первой арочки вяжу 2 столбика. Далее 1 воздушная петля между группами столбиков будет. И из каждой арочки вяжу по 3 столбика и 1 воздушная петля между столбиками. Итак, я свяжу 4 раппорта узора для ростка по спинке. Я закончила вязать росток, выполнив 4 раппорта узора по спинке. Посмотрите, от края кокетки на высоту 4 раппортов узора прямым полотном я провязала спинку. И теперь, если совместить низ переда и спинки кокетки, то вы видите, как вырез по переду уходит вперед. То есть так, как нам нужно. И теперь необходимо замкнуть вязание в кольцо, то есть перед и спинку, набрав петли для подрезов, петли под рукавами. Как рассчитать, сколько набрать петель? Во-первых, нужно рассчитать, какова у нас будет ширина туловища. Для этого мы измеряем ширину переда и спинки, измеряем вот по краю вязания, по низу кокетки. И у меня примерно 52 сантиметра перед и тот же самый размер спинки. То есть получается обхват 104 сантиметра. У меня обхват груди, именно это место будет примерно на груди, около 100 сантиметров. То есть еще мне необходимо набрать несколько сантиметров для свободы облегания. Здесь вы можете варьировать вот эту вот ширину за счет подрезов. И нужно учесть, что вы можете набрать столько петель, сколько кратно раппорту узора. Раппорт узора у нас 4 петли, поэтому я наберу для подрезов всего на 1 раппорт узора, то есть всего на 4 петли. И у меня примерно по 1,5 сантиметра еще добавится, то есть у меня было 104 обхват плюс 3 сантиметра, примерно 107. Если хотите сделать кофточку шире, то пожалуйста набирайте на 2 раппорта, на 3 и так далее. И как набирать петли для подрезов? Вот у меня конец последнего ряда, который шел по спинке. Я провязываю на краю столбик без накида синей нитью, светлую нить я обрезала, так как все равно буду делать новое присоединение. Далее набираю цепочку 1, 2, 3, 4 петли. Вот такой коротенький подрез у меня будет. И делаю столбик, провяжу столбик без накида. Вот где у меня отмечено маркером, пропускаю клин для рукава, провязываю столбик без накида, и вот такой коротенький подрез у меня будет. Как я и сказала, вы можете здесь набирать 8, 12 и так далее петель. И я обрезаю нить, так как мне нужно еще связать один подрез, и только после я начну вязать ряды в круговую. Смотрите, чтобы у вас кокетка была на лицевой стороне, и чтобы вязание дальше мы выполняли по кругу по лицевой стороне. Здесь я тоже начинаю присоединение нити у спинки, делаю на крючке начальную петлю, присоединяю нить для вязания. Так, неправильно.
присоединяю нить у переда. Здесь у маркера присоединяю нить как раз на столбике. И выполняю цепочку 4 воздушные петли. Далее присоединяю нить к концу ряда по подрезу на спинке. В крайнюю петлю. И здесь набираю 3 воздушные петли подъема. И как на первой арочке буду вязать 2 столбика на этом подрезе и 1 воздушная петля. И у меня здесь в этом месте будет начало-конец ряда. И я продолжаю вязать. Здесь уже по кругу идет ряд. Я перехожу на перед. Вот из каждой арочки провязываю 3 столбика с одним накидом, между ними 1 воздушная петля. И так я провяжу первый ряд узора по передней части. Далее вот по выполненной цепочке подреза выполню 1 раппорт и перехожу на вязание спинки. Этот ряд довязываю вот до начала этого ряда. Затем присоединю нить второго цвета и вторым цветом выполню узор. Я закончила вязать первый ряд, полный ряд по спинке, спинке переду и подрезам. И теперь замыкаю ряд в кольцо соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. Сразу наберу 1 воздушную петлю и вытяну нить, чтобы вязание не распускалось. И теперь присоединяю к этому месту нить второго цвета и провязываю второй ряд раппорта узора. Делаю между группами столбиков столбик без накида и 3 воздушные петли. Вновь столбик без накида и 3 воздушные петли. Итак, я буду вязать кофточку, чередуя первый и второй ряд узора до нужной мне длины. Дорогие рукодельницы, я уже завершаю вязание своей кофточки. И сейчас вам покажу, что получилось и что я делаю на последнем этапе вязания. Мне осталось связать только 1 рукавчик. Тоже 1 я рукав связала. Выполнила обвязку горловины. У меня есть короткое видео, как выполнять эту обвязку. Оставлю в подсказке это видео. И вот по низу тоже связала голубую планочку. И рукав у меня тоже идет голубой. Поменяла нити местами, так как я поняла, что мне не хватает пряжи синего цвета. Когда я вязала кофточку в длину, то есть от проем вниз, и у меня уже заканчивался 4-й моток пряжи, это 5-й моток, то я понимала, что мне не хватит синего цвета, и поэтому я поменяла местами. Вот внизу связала 5 рядов голубым цветом, и у меня короткий рукавчик, 3 раппорта, то есть здесь 5 раппортов, здесь 3 голубым цветом. Итого у меня, я уже могу сказать, ушло 5 мотков по 50 грамм синего цвета. И это 3-й моток по 50 грамм, то есть 150 грамм голубого цвета на кофточку 48 размер. От вашего размера тоже зависит расход пряжи. Итак, сейчас покажу, как
связать рукавчик. В принципе, все довольно просто. И как я выполняла обвязку. Здесь внизу выполнила обвязку синим цветом, контрастным. И на рукавах тоже. А здесь голубой цвет. Ну и, конечно, покажу, как смотрится кофточка на мне. Я начинаю вязать рукавчик. И так как при вязании рукава я меняю цвета местами, я присоединяю нить голубого цвета. То есть, если бы я продолжила вязать узор также основной цвет синий, то я бы присоединяла нить синего цвета. И буду присоединять нить вот здесь вместе, внизу проймы. Здесь для подреза я набирала всего на один раппорт узора, но этот раппорт узора я буду убавлять для заужения рукавчика при выполнении узора в первых рядах. Итак, вначале я присоединяю нить, вот здесь вот получается группа столбиков одна провязана. Если у вас шире подрез, вы можете где-то по нему по центру присоединять нить и затем выполнять убавление для заужения рукавчика, если вам необходимо. Присоединяю нить, набираю 3 воздушные петли подъема. И пока я не вяжу группы столбиков, здесь вот между вот первой группой столбиков и здесь, смотрите, мы сразу переходим на спинку, и поэтому я между вот первой и следующей группой столбиков провязываю один столбик с накидом. И далее вот из арочки группы столбиков вяжу 3 столбика с одним накидом. Далее 1 воздушная петля и пропускаю, допустим, здесь промежуток, и вот из следующей арочки, то есть это боковые петли подъема были, вяжу 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и вот на следующей арочке, то есть у нас на высоту одного ряда провязывается один раппорт узора. Всего у меня здесь для спинки было связано дополнительно еще 4 ряда, поэтому вот еще один ряд по высоте я провязываю. Одна воздушная петля подъема, и далее перехожу вот на последний ряд кокетки, и здесь уже по арочкам вяжу столбики с одним накидом. Итак, продолжаю вязать узор для рукава голубым цветом, пока у меня ряд не замкнется в кольцо. Заканчиваю вязать первый ряд рукава, и смотрите, я делаю соединительный столбик вот вершину первого столбика с одним накидом. То есть, по сути, я один раппорт узора в начале вязания рукава, вот тот, который был на подрезе, я его убрала. И далее в каждом ряду я буду убавлять по одному раппорту узора, то есть по одной группе из 3 столбиков с одним накидом, чтобы немножко сузить рукав. Итак, присоединяю нить второго цвета. И здесь присоединяю нить вот перед первой группой столбиков. Делаю столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. И вот между группами столбиков промежутки столбик без накида. И провязываю этот ряд просто. Заканчиваю второй ряд рукава, и это первый раппорт узора соединительным столбиком после 3 воздушных петель, соединительным столбиком вершину
первого столбика без накида. Так, ввожу крючок за обе полупетельки, провязываю соединительный столбик. Один столбик, вытягиваю нить, чтобы нить вязания не распускалась. И беру в работу нить голубого цвета. Немножко нити перекручиваются. Нить голубого цвета должна оставаться за работой. И подхватываю, вот я тоже вытянутую петлю. И здесь провязываю один столбик, получается 1 воздушной петли. И в арочке провязываю соединительный столбик и затем 3 воздушные петли подъема. И здесь вяжу группы столбиков. Вместо первого столбика 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Далее 1 воздушная петля, и вот на следующей арочке из синих петелек вяжем 3 столбика. Итак, провязываю этот ряд. В конце ряда сделаю убавление раппорта, хотя можно было сделать и в начале ряда, но сделаю в конце ряда. На последней арочке провяжу 1 столбик с 1 накидом и сразу сделаю соединение ряда. Заканчиваю вязать рукавчик. Выполнила 3 раппорта узора в высоту и последний раппорт только 1 ряд голубым цветом. И синим цветом буду выполнять обвязку. Я набрала 3 воздушные петли подъема. Теперь делаю столбик без накида между группами столбиков. И обвязка идет так же, как и рачий шаг, с направлением против часовой стрелки. После столбика набираем 3 воздушные петли, отсчитываем по ряду 3 петли назад, вводим крючок в 3-ю петлю, вытягиваем нить, рабочую нить и провязываем как столбик без накида наоборот. Опять 3 воздушные петли, отсчитываем 1, 2, 3, в 3-ю петельку вводим крючок и провязываем столбик без накида наоборот. 3 воздушные петли, отсчитываем 1, 2, 3 и столбик без накида. 1, 2, 3, 1, 2, 3 и столбик без накида. И вот посмотрите, какие волны получаются, такие как арочки провязанные. И так я выполняю обвязку по краю рукава.